Audio 512. Пусть вас не смущает это название, которое вы, скорее всего, услышите сейчас в первый раз. Это все те же самые Warm Audio, которых мы все с вами так любим. Решили сделать такое небольшое ответвление, которое будет полностью посвящено стримам, подкастам, бродкастам, короче, всему, что связано с работой, в первую очередь, с голосом. И один из микрофонов для подобных целей, вот он, это Audio 512 Limelight. Что-то схожее вот с этим микрофоном от Electro Voice, и мы в этом ролике их обязательно будем сравнивать друг с другом. Ну а пока остановимся на этом микрофоне. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Давайте пройдемся по самым примечательным особенностям этого микрофона. В первую очередь, это динамический микрофон. Для работы ему не нужно фантомное питание, но ему нужно достаточно много усиления, чтобы получить плюс-минус нужный уровень по звуку. Например, сейчас мы используем 50 дБ, я подаю со своей звуковой карты, и примерно подобный звук вы сможете получить, пользуясь этим самым микрофоном. Что характерно, внутри есть встроенный поп-фильтр. Давайте его испытаем. Бабушка испекла блины и положила их на пол. Я старался акцентировать взрывные согласные. Возьмем поп-фильтр другой и попробуем с помощью него проверить качество работы встроенного поп-фильтра. Бабушка испекла блины и положила их на пол. Бабушка испекла блины и положила их на пол. Кстати, это поп-фильтр также от 512 Audio, так что его можно приобрести вместе с этим микрофоном. И, что характерно, пантограф сегодня мы тоже используем от 512 Audio. На самом деле, неплохой такой пантограф, достаточно крепкий, не кренится. И, что очень интересно, это особенность и пантографа, и сегодняшнего микрофона. У нас есть полная свобода в позиционировании в 360 градусов. Можно наклонять, менять углы, поворачивать туда, поворачивать обратно. То есть микрофон можно очень комфортно спозиционировать к вашему рту, как вы и хотите это сделать. Что еще характерно, это направленность сегодняшнего микрофона. Потому что это не просто кардиоиды, это гиперкардиоиды. То есть микрофон вместо стандартной кардиоиды захватывает звук, примерно вот с таким углом, то есть очень острый угол захвата. Он отсекает лишний шум, который может находиться по сторонам. И давайте я продемонстрирую. Я просто буду говорить и потихонечку буду отклоняться с оси направленности микрофона. Вот я уже здесь, даже лучше с этой, наверное, стороны, чтобы меня было по-прежнему видно. Я что-то еще говорю, продолжаю вам рассказывать, объясняю. Но поскольку я сейчас сижу не совсем правильно по отношению к этому микрофону, то меня слышно намного хуже. Но когда я возвращаюсь на ось направленности микрофона, я сразу же в центре внимания. Подобным способом можно отсекать, например, звуки из соседних комнат, звуки после звучания вашей комнаты, то есть реверберация, это отражение от стен. Или, например, если вы щелкаете по вашей игровой геймерской механической клавиатуре, эти щелчки также будут оставаться на заднем плане, на переднем плане будет оставаться ваш голос, что мы и добиваемся в конце концов. В кадре у нас появился 320-й Electro Voice, и теперь мы можем сравнить звук с него, со звуком, который мы снимали с Limelight. В принципе, давайте взглянем все-таки фактом в лицо. Этот и этот микрофон очень похожи друг на друга, и, скорее всего, ребята из 512 руководствовались именно Electro Voice, когда создавали подобную их модель. Кстати, этот микрофон ощущается по весу гораздо легче, чем этот микрофон. И у нас есть возможность сравнить их не только внешне, но и по звуку. Именно для этого я и делаю вот такую запись. Что у нас по функционалу дополнительному и на том микрофоне? Есть срез низких частот, так называемый low-cut, который срезает весь ненужный низ. Здесь он есть, правда, доступ до него достаточно сложный. Здесь доступ полегче, то есть можно даже не снимая с шарнирного держателя переключить срез низких частот. Кстати, здесь шарнирный держатель, он выполнен в такой
я не знаю, как это объяснить, в таком резиновом кольце, то есть он дополнительно затягивается, и мне кажется, это служит дополнительным виброразвязом. Ну, а у Electro Voice, как это водится, особой виброразвязки, по крайней мере, внешней нету, она внутри есть какая-то, насколько я помню. И есть паук, который вы можете докупить, но он стоит тоже достаточно внушительных денег. Что мы с вами будем делать на тесте? Мы подберем усиление оптимальное для нашего случая, для нашего вокалиста. Мы возьмем наушнички от 512, воспользуемся ими для мониторинга. Подключим нашего вокалиста сначала, не знаю, вот в этот микрофон, потом в этот микрофон, запишем двойное тестирование и в итоге устроим АБ-сравнение. То есть мы будем переключаться с одного микрофона на второй и с второго микрофона обратно будем возвращаться на первый. Слушать и пытаться выяснить, есть ли особая разница между этими микрофонами и какой именно микрофон звучит лучше. На этом я вас оставляю наедине с тестом. И в конце ролика прошу вас написать в комментариях, какой микрофон вам понравился лучше. Старый добрый 320 или новичок в этом самом поле подобных микрофонов для стримов, подкастов и так далее, для речевых программ. 512 аудио Limelight. В моей судьбе есть только ты. Одна любовь и боль моя. С тобою повстречались мы. Родная женщина моя. То ли на радость, то ли на беду. Ты знаешь, что я тебя одну люблю. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды для тебя. Безумный мир наш создан для тебя. Живу и я под солнцем для тебя. Лишь для тебя живу и я под солнцем для тебя. Что мы будем с вами делать на тестах? На тестах мы подберем усиление. Еще разочек. Что мы будем делать на тестах? Что мы будем делать на тестах? Еще разочек. Заново или как? Да, заново. Тогда убирай его из рук. Сейчас. Я на один момент, на одну секунду.